Почему Лукашенко сдулся и к чему это приведет, давайте разбираться. Привет, с вами Данута. Как все помним, диктатор Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и отводе белорусских войск. Так называемая напряженность на границе в конце июня этого года была придумана и инициирована официальным Минском. Но, в принципе, все как и всегда. Сначала мы накачиваем общественность тем, что нам грозит опасность, потом перебрасываем несколько сотен военнослужащих ближе к границам и истерически бьем кулаком по столу, что враг не пройдет. Параллельно закручиваем гайки и говорим, что нужно потерпеть, ведь окружили враги. Ну и после заявляем, что враг испугался мощи белорусской армии и отказался от своих планов. Поэтому мы отводим войска, параллельно сохраняя образ могущественного полководца, который проводит уникальные в мировой истории маневры. Как бы удивляться не приходится, болезнь идиотизма прогрессирует бешеными темпами. А миллионы просто остаются пленниками режима и пока молча наблюдают за цирковыми трюками давно уже не смешных клоунов. И если бы глупость давала энергию, Лукашенко мог бы обеспечить электричеством всю Европу. С другой стороны, Украина, да и весь мир помнит о том, что именно Беларусь уже была использована как российский плацдарм для агрессии в 2022 году и даже вводила отдельные подразделения под Киев в надежде на победный марш на Крещатике и успешную совместную специальную военную операцию. Поэтому официальный Киев продолжает применять усиленные меры по укреплению и обороне своей северной границы. Лукашенко снова играет в ролевые игры с Москвой и, похоже, скоро доиграется. Совершенно понятно, что ВСУ готовы дать решительный и жесткий ответ на возможные провокации со стороны Беларуси. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что по состоянию на сегодня таракан таки пойдет на риск отдать приказ пощекотать нервишки украинцам. Потому что война Украины против России сейчас в такой фазе, что никто уже дважды спрашивать или уточнять не будет. Нарушили границу и обязательства мирного сосуществования. Получайте по полной. Остановить белорусскую экономику можно за одну ночь украинскими дронами. А без экономики дворец с троном быстро сам развалится. Настоящую же угрозу для белорусов несут российские шахеды, которые регулярно попадают в воздушное пространство Беларуси, преодолевая сотни километров над белорусской территорией. И вопрос только времени, когда самая надежная в кавычках техника в мире, которая наполнена взрывчатым веществом, обрушится на головы мирных белорусов, не испугавшись даже мощного усатого гнева. На фоне вышеупомянутых действий Минска Киев параллельно предупредил Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами Крыма. Украина отметила, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, украинской стороне известно как минимум о 7 договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными органами власти в Крыму. Дипломат сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили соглашение с оккупационными властями городов украинского Крыма, Симферополя и Феодосии, а также Советом министров и Министерством культуры и туризма Крыма и Сакским районом полуострова. Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск и временно оккупированной территории Крым. Вот что заявил Сибига, цитата: «Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности. Возможно, пора инвестировать в курсы по международному праву для диктаторов». Я же напомню, что диктатор Лукашенко в ноябре 2021 года заявил, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. В июле 22-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование ЛНР и ДНР, а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости издаст соответствующий указ. Правда, вроде как пока немного сытся издавать такие указы, потому как, видимо, все больше мыслей посещает плешивую голову о том,
что Москва будет вынуждена со временем выводить войска и отдавать территории обратно. И в такой ситуации Лукашенко окажется обманутым, а ведь он привык, когда все наоборот. Ну а я, как и ранее, напоминаю, что Лукашенко и его свита уже давно заслужили не просто ужесточение санкций, а признание режима и лично Лукашенко международными преступниками за содействие и помощь режиму Путина в совершении международных военных преступлений. Друзья, напоминаю, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе достоверной информации. На фоне успешных для Украины результатов саммита НАТО в Вашингтоне и принятия ООН украинской резолюции по безопасности ядерных объектов, российская сторона продолжает пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию украинской власти и ядерный шантаж Запада. Конечно, для России пропаганда и глобальная угроза миру – это как утренний кофе. Заявление официальной представительницы российского МИД Марии Захаровой о якобы намерениях Украины разрушить дамбы Киевской и Каневской ГЭС носит провокационный характер и может свидетельствовать о легализации разработанного российскими спецслужбами плана по совершению ряда диверсий или террористических атак на эти или другие объекты критической инфраструктуры Украины. Обвинение украинской стороны в подготовке подобных техногенных катастроф является абсурдным. Хотя что это я такое говорю? Откуда у Захаровой здравый рассудок? Указанное заявление является российской провокацией, направленной на оправдание будущих атак России против гражданской инфраструктуры и попытки избежать ответственности за военные преступления. Тональность заявления Захаровой – это не только морально-психологическое давление на украинское общество, но и прямой вызов Западу, описание катастрофического сценария, применимого к любой западной стране. И этот сценарий включает не только ядерный шантаж, намерение пересмотреть ядерную доктрину, но и организацию целенаправленного уничтожения большого количества людей, объектов и экосистем. Заявление Захаровой является логическим продолжением угроз заместителя секретаря Совбеза России Медведева о необходимости полного уничтожения Украины. У меня сложилось впечатление, что Медведев, так и не найдя себя в новом амплуа, подрабатывает в театре абсурда СММщиком. Работа не пыльная, чем большую выдуманную чушь в соцсетях напишешь, тем больше театральному директору понравится. Российские власти способны спровоцировать масштабные катастрофы, дестабилизировать страны Запада путем трансляции угроз гражданскому сектору, в частности, во время Олимпиады в Париже. Своими действиями Москва пытается запугать украинское население, искусственно создавая предпосылки для миграционной волны и давления на Запад в преддверии зимы. Россия оказывает давление на украинские власти, открыто угрожая потерей критической инфраструктуры, созданием гуманитарной и экологической катастроф, принуждением к миру любой ценой. Не достигнув военной победы, Россия начала прибегать к системному разрушению среды обитания украинцев, критической инфраструктуры, жилищного фонда, учреждений сферы образования и медицины. Это реализация целенаправленной политики вытеснения населения, создание потоков беженцев в европейские страны и превращение украинских территорий в серые и пустые земли. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для самообороны. Это заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Защита детских онкологических больниц не является эскалацией, отметил польский министр. Сикорский подчеркнул, что по международному праву Украина должна иметь право использовать дальнобойное оружие для защиты критически важных объектов инфраструктуры, таких как медицинские учреждения. Недавний обстрел детской больницы Ахмаддет в Киеве показал необходимость уничтожения самолетов и аэродромов. Атака на детскую больницу Ахмаддет стратегической ракетой Х-101 разрушила несколько корпусов и 24 отделения. В тот же день Россия атаковала частную больницу Адонис в Киеве, где погибли 7 человек. Нападение на больницу является военным преступлением, и Россия должна нести ответственность за свои действия. 19 июля Россия атаковала детскую площадку в Николаеве, погибли 3 человека, включая ребенка. За время вторжения российские силы уничтожили 214 медицинских учреждений, убив 12 725 мирных жителей, включая 562 ребенка. Складывается впечатление, что в новой российской военной доктрине больницы – это стратегические объекты, а главная угроза для них – это детские качели и горки. Сикорский также предложил провести неформальную встречу министров иностранных дел ЕС во Львове в конце августа.
Он подчеркнул, что это решение будет значимым для Украины и всего ЕС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг весной 2024 года призвал страны-члены разрешить Украине использовать оружие против законных военных целей на российской территории. Некоторые страны-члены поддержали это предложение, а Вашингтон частично снял ограничения. Международное сообщество должно привлечь виновных к ответственности и возбудить уголовные дела против тех, кто отдает приказы на подобные атаки. Нет, страны-члены нормальные, а есть страна вот с таким президентом. Презиком, я бы даже сказала. Мирного сосуществования, Скажу, сосуществование. Прилетит из Украины дрон, опустеет таракана трон.